Он всегда улыбался на сцене, вдохновлял миллионы и казался непоколебимым лидером. Но за яркими огнями и громкими аплодисментами скрывалась тень. Детство, полное трудностей, здоровье, которое подводило, бессонные ночи, когда он оставался один на один со своими страхами. Сегодня мы расскажем историю Ким Намджуна, известного всему миру как RM. Историю о том, как за ширмой успеха скрывалась борьба, страдания и путь к самому себе. Ким Намджун появился на свет в городе Тэгу, но свое детство провел в обычной корейской семье, которая знала не только радости, но и испытания. Его отец долгое время болел, и это стало большим ударом для всей семьи. Болезнь лишила его возможности полноценно заботиться о близких, и бремя легло на плечи матери. Она работала без отдыха, стараясь прокормить детей и поддерживать дом в порядке. У Намджуна была младшая сестра, о которой также нужно было заботиться. В те годы маленький мальчик слишком рано почувствовал, что значит быть взрослым. Он видел усталые глаза матери, слышал ее вздохи после тяжелого дня и понимал, что на его плечах тоже лежит ответственность. Ему приходилось помогать по дому, выполнять поручения, быть рядом с сестрой, когда мамы не было. Жизнь не была легкой. Денег не хватало, и чтобы хоть немного помочь семье, подросток Намджун подрабатывал на заправке. Он стоял среди машин и дыма бензина, чувствуя, что его юность уходит куда-то в сторону, ведь вместо игр и беззаботности ему приходилось бороться со взрослыми проблемами. Эти испытания закалили его характер. Он научился ценить простые вещи, беречь родных и не жаловаться на трудности. И именно в это тяжелое время в сердце мальчика начала рождаться та внутренняя сила, которая в будущем сделает его лидером целого поколения. Юность Ким Намджуна была не только временем поиска и мечтаний, но и временем страха. Врачи заметили, что у него есть серьезные проблемы с сердцем. Болезнь не ждала, и подростку пришлось лечь на операцию. Для ребенка это испытание, как шаг в бездну, где нет гарантий, что ты проснешься и сможешь жить так же, как раньше. Мать не отходила от палаты, ее глаза были красными от слез и бессонных ночей. Каждый день она молилась, чтобы ее сын выжил и снова мог улыбаться. Для семьи это было время тревоги и неизвестности, ведь болезнь сердца – это не простая простуда, а прямая угроза жизни. Сам Намджун в те годы еще не понимал до конца, насколько близко он был к краю. Но где-то глубоко в душе он чувствовал, если он справится с этой операцией, то его жизнь должна обрести особый смысл. И действительно, именно это испытание сделало его стойким. Он понял, что здоровье хрупкое, что завтра может не наступить, и поэтому нужно ценить каждый день. После операции врачам удалось стабилизировать его состояние, но тень болезни еще долго висела над ним. Этот опыт навсегда оставил след в его характере. Намджун стал осторожнее относиться к себе, но вместе с тем в его сердце появилось новое качество – решимость. Решимость жить так, чтобы его существование имело значение. Ким Намджун рос не только ответственным и серьезным ребенком, но и настоящим гением. Его уровень интеллекта был невероятно высоким. Учителя поражались тому, как быстро он схватывал материал, а школьные экзамены всегда приносили ему только высшие баллы. Его оценки позволяли ему входить в 1% лучших учеников страны. Родители гордились им, но вместе с этим накладывали свои ожидания. Отец мечтал, что сын станет уважаемым профессором или юристом. Мать хотела, чтобы он выбрал стабильную и спокойную профессию, которая обеспечит ему будущее. Для семьи, которая прошла через столько трудностей, образование казалось единственным шансом вырваться из нужды. Но внутри юного Намджуна жил другой мир. Мир поэзии и музыки. Он писал стихи, которые позже начали печатать в школьных журналах, и находил утешение в ритме слов. Постепенно он открыл для себя хип-хоп и рэп. В каждом тексте, в каждой строчке он чувствовал свободу. Родители были против. Музыка казалась им пустой тратой времени, дорогой в никуда. Ведь что может дать рэп в стране, где ценится лишь учеба и диплом? Намджун понимал, если он поддастся давлению, его жизнь будет чужой.
Это стало его первой большой внутренней битвой. Он выбирал не просто между наукой и музыкой. Он выбирал между чужими мечтами и своим сердцем. И, несмотря на страх, несмотря на критику и разочарование родителей, он решился идти против течения. Решился выбрать музыку. Этот выбор стал переломным моментом. Он лишился покоя, но обрел цель. С этого момента его путь перестал быть дорогой обычного ученика. Теперь это был путь человека, который готов доказать всему миру, что мечта сильнее любых обстоятельств. Когда Ким Намджун сделал свой выбор и встал на путь музыки, он оказался в мире, который не принимал его с распростертыми объятиями. Индустрия была жестокой. Молодые артисты воспринимались как расходный материал. Ошибка, и тебя забывают, словно тебя никогда не существовало. Для Намджуна испытания начались с первых шагов. Его называли слишком умным для сцены, будто знания и интеллект не могли уживаться с образом рэпера. Другие считали его недостаточно жестким для хип-хопа, ведь в корейской культуре рэп ассоциировался с агрессией и дерзостью. А он был другим, спокойным, вдумчивым, с текстами, в которых было больше философии, чем бравады. Даже в тренировочном зале он чувствовал на себе косые взгляды. Многие сомневались, сможет ли этот парень, который часами сидит над стихами и книгами, стать звездой. На него давило и общество, и семья, и даже сама индустрия. Но именно тогда в нем проявились те качества, которые сделали его лидером. Он не опустил голову. Каждый день он работал до изнеможения, часами писал тексты, тренировался и снова вставал на сцену, даже если его освистывали или игнорировали. Он не пытался быть кем-то другим. Он оставался собой, и именно это стало его силой. Его голос звучал не ради славы, а ради правды. Постепенно сомнения окружающих начали рассеиваться. Люди поняли, что этот парень не просто мечтает о сцене. Он готов отдать ей всего себя. И так, шаг за шагом, Ким Намджун превратился в того, кого позже миллионы будут называть лидером BTS. Но впереди его ждали еще более тяжелые испытания, которые проверят не только его талант, но и его душу. Чем выше поднимался Ким Намджун, тем тяжелее становился его груз. Слава, которую он так долго ждал, оказалась не только ярким светом софитов, но и тенью, что постоянно следовало за ним. Тысячи глаз следили за каждым его шагом. Каждое слово обсуждалось, каждое действие критиковалось. Он начал забывать, кто он на самом деле. Стремясь соответствовать ожиданиям фанатов, компании, общества, он словно потерял собственный голос. Внутри него росло чувство пустоты. Казалось, он существует только ради сцены, но не ради себя. Многие не знали, что в такие моменты Намджун мечтал просто исчезнуть, сбежать туда, где его никто не будет знать. Он признавался, что не раз думал о том, чтобы бросить музыку. Слишком сильным было давление, слишком тяжелым бремя лидера. И все же именно в этот период он совершил один из самых важных поступков в своей жизни. В 2018 году он вышел на сцену в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Перед ним сидели мировые лидеры, а за спиной у него была армия из миллионов фанатов. Он сказал простые, но пронзительные слова. Он признался, что не всегда знал, кто он. Что часто чувствовал себя потерянным, что долгие годы жил чужими ожиданиями. И самое главное, он сказал, что нашел в себе смелость полюбить самого себя. Эта речь стала откровением. Для кого-то она показалась слабостью. Но на самом деле это была его величайшая сила. Ведь только настоящий лидер может открыто признаться в своих слабостях. В тот момент Ким Намджун снова обрел свой голос. Голос, который больше не принадлежал чужим ожиданиям. Голос, который стал символом надежды для миллионов. Когда Ким Намджун оказался на военной службе, многие думали, что для него это будет просто еще один этап жизни. Но реальность оказалась куда тяжелее. Армейская казарма, строгие правила, постоянный шум и отсутствие личного пространства –
все это стало для него настоящим испытанием. Он признался, что иногда не мог сомкнуть глаз целых 3 суток подряд. 78 часов без сна – это словно вечность в темноте. Лежа на узкой кровати в общей спальне, он слышал храп товарищей, шаги по коридору, команды офицеров. Но громче всего он слышал собственные мысли. Бессонница превращала каждый день в борьбу. Мысли не давали покоя. Сможет ли он вернуться к музыке, примут ли его фанаты после службы, не изменится ли все навсегда? Ночами он смотрел в потолок и чувствовал, как тянет вниз пустота, которую не мог заполнить ни слова, ни музыка. В такие минуты даже сильный лидер становился обычным человеком. Он чувствовал слабость, тревогу и страх. Но, несмотря на все это, каждое утро вставал и выполнял приказы, скрывая внутреннюю боль за дисциплиной. Эти бессонные ночи оставили глубокий след в его душе. Он понял, что настоящая борьба идет не с внешними обстоятельствами, а внутри себя. И именно в армии он столкнулся лицом к лицу со своими самыми страшными мыслями. Казалось бы, армия и бессонные ночи должны были закалить Ким Намджуна. Но настоящее испытание ждало его после. В момент, когда он готовился выпустить свой новый альбом, внутри компании разгорелся громкий скандал. HOAB столкнулась с внутренними конфликтами, слухами, тяжелыми разногласиями, и все это совпало с его личным творческим шагом. Для любого артиста выход альбома – это праздник. Но для Намджуна он превратился в тяжелое испытание. Вместо поддержки и спокойствия он оказался в центре напряженной атмосферы, где каждое движение контролировалось, а каждый шаг обсуждался. Давление стало невыносимым. Он признавался, что в те месяцы чувствовал себя сломленным. Он смотрел на свои песни и не понимал, смогут ли они дойти до слушателя в такой буре. Музыка, которая всегда была для него спасением, вдруг перестала приносить облегчение. Казалось, даже она не способна затушить огонь тревоги. Внутри него росло чувство, что он одинок. Миллионы фанатов ждали его слова, но сам он сомневался, есть ли у него силы говорить. Армия забрала покой, а кризис в компании лишил уверенности. Он словно оказался между двух миров: миром, который рушился внутри, и миром, где он обязан был оставаться сильным. Но именно в этот момент проявилась его настоящая стойкость. Несмотря на сомнения, несмотря на тяжесть обстоятельств, он все равно выпустил свой альбом. Пусть и не так, как мечтал, но он сделал это. И этим доказал, что его музыка – это не бизнес и не просто карьера. Это крик души, который будет звучать, даже если вокруг царит хаос. После бурь и кризисов Ким Намджун решился на шаг, который изменил представление о нем у миллионов людей. Вместо того, чтобы скрывать свои слабости за маской лидера, он впервые позволил себе быть по-настоящему честным. Эта честность стала главным содержанием его документального фильма. В кадре он был не иконой, не недосягаемой звездой, а человеком, который устал. Человеком, который так же, как и все, ищет ответы на вопросы: кто я, зачем живу и куда иду. Он говорил о страхах, о сомнениях, о давлении, которое давит на него каждый день. Он признался, что часто хотел быть просто обычным человеком. Не лидером, не примером, не голосом целого поколения, а тем, кто может спокойно гулять по улицам, не боясь толпы. Его признание стало шоком для многих, ведь миллионы считали его сильнейшим, тем, кто никогда не падает духом. Но именно это признание сделало его ближе к людям. Фанаты увидели, что за кулисами сцены стоит не бронзовая статуя, а живой человек, которому тоже бывает тяжело. Его уязвимость превратилась в источник вдохновения. Этот шаг стал для Намджуна способом исцелиться. Вместо того, чтобы прятать боль, он рассказал о ней миру. И мир ответил ему любовью. В этом и заключалась его сила, в умении не только быть лидером, но и быть честным. После тяжелых испытаний и тьмы, через которую пришлось пройти Ким Намджуну, настал момент, когда он смог показать миру другую сторону себя. Это не только лидер, не только музыкант, но и человек, чье сердце открыто для добра и красоты.
Он нашел вдохновение в искусстве. Картины великих художников, музыка разных поколений, культура его страны – все это стало для него источником энергии. Он часами бродил по музеям, собирал работы современных мастеров и говорил о том, что искусство способно лечить душу так же, как музыка. В его доме стены украшают полотна, которые напоминают ему о том, что мир огромен и прекрасен, даже если внутри иногда царит пустота. Но еще важнее – его доброта. Намджун всегда помнил о том, как тяжело было его семье в детстве. И теперь, когда у него появилась возможность, он жертвует деньги на образование, помогает детям с нарушением слуха, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия. Его имя связано не только с музыкой, но и с благотворительностью. Фанаты называют его лидером с большим сердцем. И это не просто красивые слова. Его путь – доказательство того, что даже после падений и боли можно подняться и подарить миру свет. Сегодня Ким Намджун – символ силы и искренности. Он вдохновляет миллионы людей не только своими песнями, но и своей жизнью. И, оглядываясь назад, можно сказать, все, что он пережил, было не зря. Ведь именно эти испытания сделали его тем человеком, которого весь мир уважает и любит.